Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Уже 12 лет я занимаюсь ремонтом и обслуживанием макси-скутеров Suzuki Skyway Burgman. И сейчас я хочу разобрать с вами 3 самых часто задаваемых вопроса, особенно в начале сезона, когда люди в панике звонят со словами «у меня не работает», а никакой серьезной проблемы на самом деле нет. Итак, поехали! Первое, одна из самых частых проблем после зимней стоянки. Люди звонят в панике, у меня не заводится скутер. Касается Skyway, Бургманов 400, 250, 650, всех. Проблема не крутит стартером. У старых мопедов, а их большинство уже достаточно старых, как правило, там при возрасте более 10 лет это проявляется. За зиму может умереть концевик тормоза или оба концевика тормоза. Часто люди катаются с одним неисправным. Они довольно плохо защищены от влаги, особенно на старых кузовах, и из-за этого, соответственно, умирают. Зимой это дело закисает окончательно, и просто из-за того, что когда вы нажимаете на тормоз, у вас не горит стоп-сигнал, мопед не дает сигнал на стартер. Крайний вариант, проверить, соответственно, легко. Если вы нажимаете на тормоз и у вас не горят стоп-сигналы, значит причина в этом. Можно легко это обойти, чтобы завести и доехать куда вам нужно, сняв просто проводочки с концевика и воткнув в них какую-нибудь перемычку из подручных материалов. Если стоп-сигналы загорятся, то и мопед, скорее всего, заведется. Менять эти концевики лучше на новые. Правые мне попадались в природе не оригинальные, левых не попадалось, может быть, я плохо искал. Стоят они не очень бюджетно оригинальные, но, к сожалению, такая проблема имеется. Имеется она на куче разных мотоциклов. Ну и Бургман, в общем-то, не обошло стороной. Еще, кстати, на некоторых мопедах могут влиять перегоревшие лампочки стоп-сигналов, если сразу все перегорают. Но тут могу ошибаться. Я точно на каких-то мотоциклах с этим сталкивался, на Бургманах давно таких не попадалось. А вот концевики постоянно. Следующая проблема. Следующая проблема касается Бургмана Skyway 650. Я выехал, и у меня не переключаются передачи. При этом ошибок на приборке нет. Это, наверное, один из самых частых способов починить непереключающийся варик, и по сути он самый дешевый или бесплатный. Одна из самых популярных проблем — датчик положения центральной подножки. Он находится внизу на двигателе, и им очень легко за что-то зацепиться. Когда вы, допустим, там спрыгиваете с бордюра. Спрыгивать с бордюра, кстати, вообще противопоказано на 650-ке. Там страдает еще радиатор. Это очень такая нежная вещь, поэтому будьте аккуратны. Ну и просто при наезде на какую-то дорожную неровность можно зацепиться чем-нибудь, за что-нибудь датчиком положения центральной подножки. После этого, когда вы ставите мопед на подножку, у вас кнопочка датчика нажимается. Когда вы снимаете мопед с подножки, она залипает в нажатом положении. Как итог, вариатор не переключает передачи, потому что думает, что мопед на подножке. Быстро это определить легко. Залезаете под мопед, видите эту кнопочку, когда он стоит на боковой подножке, не на центральной. Скорее всего, вы увидите там какие-то свежие следы удара. Отжимаете какими-то подручными материалами кнопку и проверяете. Если поехала, значит в этом причина. Если она залипла, вы это заметите. Характерная особенность: при этой неисправности не горит никаких ошибок. Разные люди по-разному подходят к этой проблеме. То есть кто-то удаляет датчик, большинство удаляет датчик. Кто-то меняет датчик на другой. Если
ну, как бы пластик вы не разбираете, можно открутить один из крепежных болтов, на другом его немножко развернуть, чтобы до него не доставала подножка. А когда будете разбирать пластик, уже заменить его или удалить, потому что фишка находится довольно глубоко под вот этой здоровой панелью для ног заднего пассажира. До нее довольно трудно бывает добраться. Никаких перемычек ставить не надо, просто разъединил и все. Собственно, следующая проблема касается всех Skyway. Люди почему-то забывают, что мопед не работает на боковой подножке. Я прокатился, приехал, у меня заглохло, и больше не крутит стартером, и зашкаливает обычно температура. Бывает, на приборке горит чек, ну, в зависимости от того, какой мопед, какой кузов, там, какой объем и так далее. На карбюраторных мопедах, по-моему, только температура зашкаливает. Люди сразу в панику, я перегрел двигатель или что-то в этом духе. На самом деле, даже опытные люди за зиму могут реально забыть, что мопед глохнет, когда ты достаешь боковую подножку, и просто начинают в панике перебирать пол мопеда. Я, кстати, сам в 2011 году на эту ловушку попался, вот, хотя прекрасно это знал. Так что это тоже довольно частый топ, который отнимает время, когда люди звонят и начинают в панике задавать какие-то вопросы. Обращайте в первую очередь внимание, когда у вас что-то не заводится, на боковую подножку и еще на красную кнопку на правом пульте. Бывает, люди случайно ее задевают, нажимают, обычно не пользуясь ей, и то же самое, то есть какие-то непонятные симптомы, все сломалось, ничего не работает, а на самом деле как таковой проблемы нет. Кстати, почему так сделано с центральной подножкой? Зачем производитель предусмотрел вот эту вот возможность, что на боковой подножке мопед глохнет, его нельзя на боковой подножке завести, только на центральной? Все очень просто. Когда у вас прогревочные обороты на скутере повышенные, чтобы его прогреть без ущерба для сцепления, потому что, ну, как бы, если вы будете прогревать мопед, там, сидя на нем, то будет постоянная нагрузка на сцепление, причем на всех мопедах. Ну, на 400-ках, может быть, не будет, если сцепление уже не новое, а на 650-ке будет 100%. То есть, если в 400-ке все свежее, то тоже может быть. То есть, в идеале нужно дать колесу возможность свободно крутиться, и прогрев должен производиться именно на централке. Вот. Большой привет владельцам 650-ок, которые ленятся покупать центральную подножку вместо сломанной там после падения или просто вместо сломанной. Вот. Они себе ускоряют смерть сцепления. Ну и второе, для чего это сделано, это для безопасности, чтобы там типа на боковой подножке на настоящем мопеде случайно не крутануть газа, потому что мопед может куда-то уехать и так далее. То есть тут есть просто любители удалить датчик боковой подножки. Кстати, чтобы его удалить, там надо ставить перемычку, просто вытащить фишку не получится. Вот, но я этого делать не рекомендую. Задумайтесь и о безопасности, и о сроке службы мопеда. А с вами был Антон Больших. Я это видео решил записать для вас с яхты, потому что я тут уже 2 дня живу на яхте. И это классно. Скоро приеду и буду решать все ваши проблемы. С вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Всем пока! Не забудьте подписаться и поставить лайк.